Друзья, сегодня у нас на обзоре автомобиль, который прозвали Rolls-Royce Большого залива. Это первый в мире серийный автомобиль, построенный на платформе SEPA 3.0, предназначенный специально для автопилота 4-го поколения. Длина более 5,2 метров, запас хода свыше 1500 километров и мозги 3000 топс. Встречаем XPeng GX. Первое, что бросается в глаза, это масштаб. XPeng GX – это настоящий линкор. Длина 5265 миллиметров. Ширина почти 2 метра. Высота 1,80 м. Колесная база внушительные 3115 миллиметров. Для сравнения, он длиннее, чем Lysian L9 и Aita M9. Но, несмотря на свои размеры, коэффициент аэродинамического сопротивления у него всего 0,255. Это лучше, чем у конкурентов. Как они это сделали? Обратите внимание на чистые линии, никакого лишнего внешнего мусора. Выдвижные ручки, которые, кстати, уже по идее запретили, но, видимо, XPeng прошел сертификацию, когда еще можно было. Так что, возможно, у нас последний серийный автомобиль с такими ручками. Активные заслонки в переднем бампере и уникальная оптика. XPeng отказались от агрессивных мордашек в пользу футуристичного минимализма. И это работает, друзья. Машина выглядит дорого и очень уверенно. Кстати, 20-дюймовые диски здесь не кажутся огромными. А вот самое интересное скрыто под капотом. В 2026 году XPeng окончательно признали, что чистые электрички — это, конечно, круто, но для семейного кроссовера должен быть обязательно запасной вариант. Поэтому GX выходит в двух версиях. Версия чистый электромобиль имеет платформу 800 вольт и батарею на 110 киловатт-часов. Запас хода 750 км по циклу CLTC. По зарядке технология 5C. Это значит, что за 12 минут вы заряжаете машину на 525 км пути. Зашли, выпили кофе, вышли с полным баком и поехали. Полный привод, 2 мотора общей мощностью 585 лошадиных сил, ну или 430 кВт. Разгон до сотни 4,5 секунды. Второе — это версия последовательный гибрид. А вот здесь XPeng применили свою технологию Kunpeng, о которой мы рассказывали вам уже на обзоре минивэна от XPeng. В качестве генератора выступает 1,5-литровый турбомотор. Батарея на 63,3 кВт-часа. Запас хода на электричестве 430 км. То есть в городе вы вообще не включаете ДВС. Общий запас хода 1585 км. Да, конечно, по циклу CLTC. У гибрида мощность 503 лошадиные силы. Да, чуть меньше, чем у чистого электромобиля, но все еще избыточно для любых задач. В XPeng GX нет физической рулевой колонки вообще. Связь между рулем и колесами только по проводам. Почему это важно? Во-первых, безопасность, друзья. В случае лобового удара рулевой вал не уходит в салон. Это спасет кому-то жизнь. Второе — это переменное передаточное число. На парковке вам нужно повернуть руль всего на 0,6 оборота от упора до упора. С соотношением 7:1 в сравнении с обычным рулем. А на трассе руль тяжелеет. Соотношение становится уже 15:1. Радиус разворота здесь просто феноменальный – 5,4 метра. Для такой баржи, друзья, это что-то невероятное. Все это, конечно, благодаря подворачиваемым задним колесам. Подвеска здесь, естественно, пневматическая, с умными амортизаторами CDC. Заранее сканирует ситуацию на дороге и подготавливает подвеску к каждой кочке. Внутри стоит вычислительная платформа Touring общей мощностью 3000 топс. Чтобы вы понимали, это в 10 раз больше, чем у типичного флагмана 2024 года. Зачем столько? Для полной избыточности. Система безопасности построена по принципу 3+1. Если один процессор зависнет, остальные подхватят управление без задержки в миллисекунду. Машина готова к автономному вождению 4-го уровня. Система VLA Vision Language Action позволяет машине не просто видеть препятствия, а понимать контекст. То есть она учится и понимает, что происходит впереди нее. Видит, что ребенок на тротуаре заигрался с мячом и заранее притормаживает, понимая вероятность его прыжка на дорогу. Вот к этому это все и идет. Голосовой помощник работает на базе локальной языковой модели. Что это означает? Он не выполняет команды, а он ведет диалог, шутит, настраивает микроклимат, исходя из вашего настроения. В общем, настоящий помощник.
сейчас нас привезли на трассу. Это специально спроектированная трасса для теста автопилотов. Здесь мы посмотрим, как автомобиль ведет себя в разных ситуациях. Будем ехать на автопилоте и посмотрим, что же произойдет, если вдруг водитель уснет, ну, либо с ним что-то случится. Итак, мы едем. Ситуация. Водитель спит. Система определяет, что он не держит руль, начинает предупреждать. Водитель не реагирует. Смотрим, что будет дальше. Если вы помните из наших обзоров, мы постоянно ругались на то, что машины просто останавливались посередине и дальше не ехали никуда. То есть вставали прямо посередине скоростной дороги, ну и создавая таким образом какую-то опасность. Здесь же сейчас, смотрите, Xpeng съезжает на правую линию и ищет возможность, где остановиться. Сейчас у нас нету обочины, поэтому мы продолжаем движение. Автомобиль сканирует дорогу и ищет, где же ему можно остановиться безопасно. Безопасно, друзья. Тем временем автомобиль пытается разбудить водителя, это не получается. И вот мы видим обочину, на которой стоят люди опять так же, да? Съехал на обочину, выбрал безопасную позицию, остановился. Что будет делать дальше, интересно? А дальше автоматически идет вызов в службу спасения. Это то, что должно быть в каждом автомобиле. Вот именно так они все должны поступать. Не останавливаться посередине, а именно съезжать в безопасное место. Это уже уровень. А теперь наша очередь протестировать эту функцию интересную. Выехали, нажали NGP. Ну и теперь я посплю. Антон, ты боишься? Тебе страшно? Делаем вид, что я уснул. Одно дело, когда мы это делаем по прямой, а тут, понимаешь, повороты. Да. И достаточно острые повороты. Вот сколько она едет? 55 в повороте. Окей. Сейчас разгоняется. Она, кстати, не видит, что я сплю. 80. Может, мои очки мешают ей? Может быть. Окей. С 85 на повороте скинула до 60. 50. Так, все. Ты спишь. Возьми за руль, Леша. Леша, ты спишь. Все. Нашла. Принимает решение остановиться на обочине, так как водитель у нас не желает просыпаться. Ремень дергает, нет? Нет, не дергает ремень. Ага. Буяу. Сейчас мы просто перевели ползунок в правую сторону, и машина продолжила двигаться по NGP, то есть по системе автопилота. То есть, подхулиганила. Как происходит в некоторых машинах, если вдруг вы, допустим, нарушили правила автопилота, то у вас автопилот не включается, пока вы не выйдете из машины, пока не выключите, не перезагрузите систему. Это, конечно, немножечко напрягает в некоторых ситуациях. Было такое, что вы просто держались за руль, все было хорошо, но где-то система не распознала то, что вы держитесь за руль. И она отключает вам полностью всю систему. Здесь же нет. Вы провели пальцем и поехали дальше. Хорошо. А что сейчас произошло? У тебя NGP точка закончилась. Точка закончилась. Дальше у нас просто обычное удержание в полосе идет. Без нервов, LCC, все спокойно. Да, мы едем прямо, все спокойно. И сейчас у нас ситуация другая. У нас с правой стороны машина, которая не дает нам съехать на обочину. Что же будет делать Xpeng в этом случае? Он едет, видит перед собой машину, он ее обогнал, подрезал. Не сильно, но нормально, безопасно. Правильно, нам важнее. Да. И сейчас ищет место, где ему съехать на обочину. Вот, нашел место, съезжает. Все. Съехали, припарковались. Я хочу все-таки посмотреть еще раз LCC, как она держит дорогу именно в LCC. Да. То, что наиболее важно за границей, за пределами Китая. Так, ну что, переключились в LCC. Добавим скорости. Посмотрим, как она будет держать полосу. Что будет делать. Так, взялся за руль на всякий. Похлопывать буду. Скорость у нас 50. На повороте не завышает скорость. Давайте больше. 70.
44 держит, не ускоряется, проходит аккуратно. Вот сейчас будем выходить напрямую. Ограничение у нас по знакам 60 вообще стоит. Интересно, на проекции он прям рисует мне удержание в полосе, вот эту вот линию ограничения. Все, разогнался до 70, аккуратненько едет. В общем, к LCC вопросов тут нет. Внутри нас ждет шестиместная компоновка. Есть два кресла с нулевой гравитацией, но оба они находятся с правой стороны для переднего пассажира и пассажира второго ряда. Здесь же, в принципе, тоже есть и упор под коленки. В общем, комфортно разместиться можно всем. В первых двух рядах есть вентиляция, подогрев и массаж. В общем, полный набор у люксового кроссовера. А вот жалко, что на третий ряд не занесли ни вентиляцию, ни массаж. Хотя есть подогрев. К сожалению, всего один столик. Почему-то пассажиру справа его не дали. Шикарный телевизор на 21,4 дюйма. А таким похвастаться может не каждый. С правой стороны вместо столика есть крепеж для iPad, ну или, в общем, для чего-нибудь. Экранчик в центральном тоннеле многофункциональный. Вы можете на нем смотреть и видео, прослушивать музыку, включать, а также открывать холодильник. Можете включать себе подогрев, вентиляцию, массаж. Самое интересное, что холодильник с регулировкой от минус 6 до плюс 50. Значит, это термобокс. А мне нравится, что доступ к холодильнику есть даже сверху. Серьезно? Да. Как у меня в Сяшке. Вот так вот раз. Угу. И пожалуйста. Вот А литров-то много получается. классно же, да. То есть они специально сделали крышечку такую, термо. Между прочим, если у вас что-то здесь маленькое, ну, допустим, не знаю, какое-то мороженка, Так. можно положить прямо сюда наверх ее. А вот что меня удивило в этом автомобиле, так это дизайнерское решение. Здесь у нас спрятаны и динамики, вентиляция. Кстати, вентиляционных отсеков здесь достаточно. Свет здесь очень интересный, значит, сенсорный свет. И по центру вы можете регулировать наклон. Здорово. Плюс Ambient спрятано вот здесь, и когда в темноте автомобиль смотрится просто волшебно. Ну и, конечно, про розетку 220 вольт не забыли, на 2,2 киловатта. Спрятана она вот здесь, аккуратненько. К сожалению, не европейского стандарта, но переходники в наше время можно найти где угодно. А меня, друзья, поразила магия этого автомобиля, которая уже в наши дни становится обыденностью для топовых премиум кроссоверов. Антон, продемонстрируй, пожалуйста. Затемнение с помощью одной кнопки. Но я хотел бы отметить, что она делается вот так. Она моментально. Нет такого тунь-дунь-дунь-дунь. То есть здесь уже маленько другая технология затемнения. Единственное, да, наверное, бы хотелось, чтобы можно было ее регулировать. Вот. Может быть, мы не разобрались до конца, так у нас лимитированное время. Ну так вот. И сзади тоже есть кнопки. Да, сзади тоже. Так, друзья, сейчас у нас есть эксклюзивная возможность протестировать Xpeng GX. У нас гибридная версия сейчас. На приборной панели показан запас хода 880 километров суммарного запаса. И вы знаете, это первый автомобиль, который мы управляем, который мы делаем тест-драйв с управлением по проводам. То есть здесь у нас нету прямой связки руля и колес, все происходит через провода. Интересный опыт. На круге мне показалось управление слишком легким. Руль, я думаю, что для большинства мужчин, которые привыкли управлять быстрыми спортивными автомобилями, руль покажется слишком мягкий. Даже в спорт-режиме мне не хватило вот этой вот наливной мощности, тяги такой, да, которую вот мы привыкли ощущать на обычном управлении. Есть небольшая разница, когда вы садитесь за управление этим автомобилем, сразу чувствуете, что что-то как будто бы не то. Это ощущение быстро пропадает у вас, но поначалу у кого-то будут такие ощущения. Это большой люксовый автомобиль. Ехать на нем приятно, комфортно, подвеска мягкая, хорошая. Да, здесь есть пневма, здесь двойные поперечные рычаги спереди, многорычажка сзади. То есть все по высшим стандартам, которые сейчас обозначены у нас вообще в автомобильном секторе. Вот сейчас мы едем, проезжаем такие неровности какие-то, все очень глухо, все хорошо отрабатывается, и шумоизоляция. Вот снаружи шума пока не поступает. Я слышу только шум со всех наших сидений, с вентиляцией. Также есть подогрев руля. Зеркала большие,
комфортные и они безрамочные. Вот для такого большого автомобиля зеркала именно вот такие и должны быть, друзья. Настраивается, к сожалению, все это через менюшки. То есть у вас нету каких-то кнопок здесь вот на дверной карте, где бы можно было быстро все это настроить. Но, тем не менее, вот так. Так, руль. То же самое с рулем. Настраивается он тоже через экранчик. Посадка шикарная, ехать удобно, комфортно, мне здесь ничего не жмет, кресло широкое. Оно не спортивное, оно просто комфортное семейное кресло. Знаете, для вот обычных автомобилей действительно он большой и он обладает огромным пространством. Антон там сидит сзади, просто кайфует вообще. Да, Антон? Да, слушай, Леш, вообще великолепно. По шумке здорово, по комфортности езды все классно. Само кресло очень комфортное. Даже не знаю, что бы еще хотелось бы здесь. Наверное, такой вот массаж, чтобы был на 10. Потому что он здесь, с натяжкой на 6, а так вот твердая 5 точно будет. Ну, а я сейчас переведу автомобиль в спорт-режим. Ничего себе. И хочу прокатить. Ага, да. Кстати, разница ощутимо заметная. Вот это то, что мы любим, чтобы действительно была разница между эко и спортом. Сейчас я ехал спокойно в эко-режиме, Антон там ехал как король. Даже не в пол, я просто педаль чуть придавил, и Антона там вжало в кресло. Это, слушайте, это здорово. Ёперный бабай. Ну вот, друзья, и все, и мы полетели. Отлично, когда есть выбор. Отлично, когда вот вы можете выбирать манеру езды под себя, когда у вас такая гибкая система настройки. Единственное, что вот не хватает мне упругости руля в спорт-режиме. То есть хотелось бы, чтобы все-таки через систему была настройка такая, знаете, прям вот более детальная. Так, сейчас система на китайском языке, к сожалению, но, как мы знаем, все Xpeng, они имеют английский язык, практически все модели. И здесь должен появиться пункт английский язык. Он должен появиться с обновлением системы. Надеюсь, не станет исключением. Мы верим в это, да, и надеемся, что не станет это исключением. Сейчас был момент такой, Алексей ехал со скоростью 90 и рассказывал вам шепотом, значит, вот эту всю историю, связанную с этим автомобилем. А я себя поймал на мысли, насколько же он тихий. Ты ехал 90 и шептал. Шумоизоляция очень хорошая. Это несмотря на то, что у нас шторки еще открыты. Правое кресло максимально сдвинуто назад, и спинка еще, обратите внимание, она наклонена сильнее обычного. То есть вот водительское мое кресло, на котором я ездил сейчас на тест-драйве, и вот это вот, скажем так, комфортное кресло для второго пассажира. Сел я за Алексеем, у меня кулак и пару пальцев. Давай. Ну давай. Ты за меня сейчас садись, а я за тебя сяду. Чикс. Подожди. Слушайте, на самом деле проход комфортный. Здесь очень много места, широкая часть. Я прошел, в принципе, даже 2 ногами. Хорошо, комфортно. И здесь, обрати внимание, я сижу сейчас за тобой, у меня еще тут 2 пальца. А я за тобой сел. А ты за мной сел. Да, то есть мне тоже комфортно. Высота. Кулак здесь. И можно ноги поставить под сиденье второго ряда. И как будто бы здесь еще влезет 3. Ты там прям до конца? Не, малой точно влезет какой-нибудь. Из плюшек здесь есть Type-C на 60 Вт, кнопка затемнения окна. Можно регулировать электрический подголовник и наклон спинки. Ух ты, какой он. Ничего себе. Слушай, в минивэне так же было. Да, но там можно было чуть ли не в 0 положить, но я считаю, что здесь хорошо. Класс. Вообще здорово. Насколько бы я далеко бы так ехал? Да далеко, Антон. В смысле, насколько? В принципе, да. То есть, как бы мы сдвинули все кресла до конца, назад. Вот это кресло сдвинуто до конца. И ты поместился, у тебя даже ладонь еще проходит. Слушай, здорово. Нет, в общем, назовем его взрослым рядом. Это полностью взрослый 3-й ряд. Саунд есть, вентиляция есть, все здесь хорошо. Да. Еще из приятного бонуса здесь есть вот такие ниши для хранения. Тут телефон, наверное, только поместится, либо бутылочка воды маленькая. Высоко сижу, далеко гляжу. Автомобиль, конечно, здоровый, но к обзорности вопросов нет никаких. Руль. Кстати, вот, Леш, руль. А что тебе не нравится? Сейчас максимальная жесткость. Сейчас максимальная жесткость, а мне нужно на скорости попробовать, да? Я, наверное, с Алексеем тут не соглашусь. У меня по рулю все устраивает. Возможно, со временем, где-то в каких-то нюансах, сценариях я скажу иначе, но вот так вот
нормально. По жесткости мне хватает абсолютно. Педальному узлу вопросов нет. Оттормаживает хорошо. Газ, чувствительность, все как положено. Активировали режим полной остановки в режиме One Pedal. Однопедальный режим. Сейчас проверим, как это работает на подходящей дороге. Здесь, к сожалению, такого нет. Пока у нас работает максимальная рекуперация. Скорость 60. Бросаю педаль. Да, рекуперация чувствуется. Сильная, как должно быть. Если мы включим слабую рекуперацию, скорость 60, бросаем педаль. Да, здесь уже более накатом идет. То есть вот что мне нравится у Xpeng, у них всегда явное отличие от режимов. То есть слабые, средние, жесткие. Вот жесткий, конечно, я бы так не стал ездить, где-нибудь либо средний, либо вот минимальный. Ну и, собственно, режим One Pedal сейчас с вами проверим со средним режимом. А если у вас лицо широкое, как у меня, вот как раз удобненько, что вот такое зеркальце. Огромное просто вообще. Антон, я хочу, чтобы ты протестировал Zero Gravity. Давай, ты у нас с большой удовольствием. специалист по ним и любитель Zero Gravity. Нажимай одной кнопочкой. Одной кнопочкой, как да. все сработает. Переднее кресло сдвинется или нет вперед? Не хватает тебе, да? Нет, мне комфортно. У меня вот, то есть я уперся, но это от того, что я просто вот вытягиваюсь. А если я просто вот так лежу, то все. И обрати внимание, что кресло здесь не мешает сейчас водителю. То есть видно как стекло, так и зеркало. Ну, чуть-чуть, да, вид немного перекрылся, но тем не менее все равно ехать возможно. Так, подожди, давай теперь обратное проверим. Ну-ка, сядь, а я попробую Zero Gravity на переднем сиденье. Давай. Ну давай так, я садиться не буду. Мы Ты посмотришь, да? посмотрим просто, каково оно. Не дергай двери, они, Да, я они знаю, электрические. электрические. Кстати, друзья, двери все в круг электрические полностью. Интересная особенность, что ремни у сидений Zero Gravity встроены уже в сидушку, Ну, правильно, в спинку. так и должно быть. Да. Это прям очень хорошо. Комфортненько. Слушай, даже как будто бы тебе комфортно будет, потому что у меня у ноги тебя не ножки достают. болтаются Да, у меня там, да. болтаются, да. Ну вот это вот идеальное место для Zero Gravity. Здесь Согласен. должно быть вообще это вот, must have прям. Деткам вот чуть-чуть там надо, господи. Да, конечно, конечно. Ну, а раз я уж тут, хочу вам показать вот такую штучку. Чикс, кладете Магию. телефон. Магия, да. И зарядочка спускается вниз. А теперь, внимание, конкурс. Напишите, на каких автомобилях вы видели вот такое же, и получите от меня лайк в комментарии. На центральном туннеле у нас подлокотное пространство, не глубокое, потому что больше всего уходит место под холодильник. Здесь два подстаканника с упорами, выезжающий лифт. Здесь два места для карточек и есть отсек для ароматизации. Вот здесь такие флакончики. Есть доступ в бардачок через электронное нажатие. И вот здесь в бардачке вот такой крючок для максимум 2 килограмм. Что сюда повешать можно и зачем, не знаю. Но крючок есть. Полная остановка, значит, режим. Пробуем. Останавливается аккуратненько. Сзади таксист начинает нервничать. Обгоняет. Да, все, встает нормально. Хорошо. Собственно, как и во всех моделях Xpeng, вот фича с One Pedal, рекуперация, мне прям все нравится. Я бы использовал. По HUD проекция здесь, конечно, интересная. Во-первых, здесь дополненная реальность пририсовывает у вас полосы, куда нужно повернуть. Вот сейчас она мне показывает, что мне нужно держаться левее. То есть намекает мне так прям тутуньк. И такая полоса красивая. На камере сейчас вы видите изображение с HUD. Оно там все зеленое, либо оранжевое. По факту оно нормальное, хорошее. Вопрос у меня остается открытый к HUD современным во всех брендах. Почему слепые зоны не выносятся на HUD? Как это сделал один из популярных брендов? Ну, давайте уже копировать все. Чего стесняться-то? Несмотря на то, что в меню нет английского языка, английский язык есть у голосового помощника. Hey, Xiaopi. Close the sunshade. Собственно, все работает, все классно, значит, английский точно должен быть. Я знаю, почему Алексей взял бы этот автомобиль, лишь потому, что здесь есть маленький экранчик информативный. Вот
Это хорошо для него. Даже, Леш? Да. Вот. Переключаемся в спорт-режим. Машинка делает. Поехали. Ну, блин, здорово, конечно. Леш, 110. В машине тишина. Ну и теперь, друзья, та фишка, из-за которой Антон влюбился в этот автомобиль. Напоминаем, что это не минивэн, это кроссовер, городской кроссовер. Сколько здесь места! Знаешь, такое ощущение, что почти такой же глубокий, как у меня в Сяжке. Но он шире, чем у меня в Сяжке, однозначно. Слушай, ну он огромный, просто огромный. Учитывая то, что здесь у нас последовательный гибрид, что здесь полный привод, как они это сделали? Я помню, мой Лиуан, я там, знаешь, оправдывал его. Я говорю, ну, все понятно, да, это же у нас полный привод, последовательный гибрид. Ну, поэтому здесь вот маленькая такая полочка такая есть, и все. Вот. Гениальное, Просто инженерное гениальное. решение. Да. Возможно, это благодаря 800-вольтовой архитектуре. То есть используются у нас кабеля более тонкие, меньше места под это все это уходит. Все так грамотно скомпоновано. Ну, слушайте, это, конечно, это нечто. да. Это нечто. Ровный пол. Да, к сожалению, кровать здесь, мои любимые, не сделать. Ну какая хорошая игровая комната для детей. Скажи, палатку не надо, матрасик бросил, да даже матрасик не нужен. Все, они сидят, играют, Да. им все нравится. Кстати говоря, о палатках, Леш, ну-ка расскажи мне, можно ли палатку поставить наверх? Да, кстати, если вы вдруг проходили мимо и заглянули наверх, вот сюда вот, и увидели здесь, что нету отверстий для крепления рейлингов, то, друзья, знаете, что это вот заглушечка, она убирается, тут есть крепление, можно разместить дуги, можно сюда разместить багажник и можно разместить палатку. В общем, все это можно. Это обычная заглушечка. Еще одна модель трансформации багажника – это когда вам нужно 5 мест и поставить там детский велик, коляски и прочее тому подобное. И сюда еще кучу барахла накидать. Это, конечно, number one сейчас среди всех MPV, хотел сказать. Ну, он по факту, наверное, так и есть. По салону это MPV. Среди всех кроссоверов. Вот такого никто вам дать не может. Да, никто, точно. Я в этом уверен. Ну и давайте поговорим о том, что есть в багажнике. Значит, мы можем регулировать открытие-закрытие спинок, можем опустить пневму, есть у нас сабвуфер, есть колонка, есть такие пару крючочков. Также есть кнопка открывания багажника изнутри, конечно, тут же детская комната. Крючочек на 5 килограмм и на 12 ватт прикуриватель, 180 ватт на 12 вольт. Ну что, Антон, давай свой вердикт, называй конкурентов и говори, кто, кого ждем мы от тебя. Вот учитывая, да, что это последовательный гибрид, ну, наверное, ближайший конкурент на сегодня это AITA M8 M9. Угу. Ну, М8, наверное, нет, она все-таки маленькая по сравнению с этой. И... Если по габаритам салона конкурентов вообще нет. Потому что здесь действительно очень комфортно на третьем ряду. И всем М9 тоже комфортно. Denza N9 по комфортности салона и по габаритам салона, вот если мне память не изменяет, было все очень хорошо. Но Denza N9 это категория С, а здесь у нас категория Б, да? Да, 3405 килограмм. Прямо уложились, вообще молодцы. Красавчики. Хорошо. Тогда из несуществующих пока на сегодняшний день, пока мы снимаем конкурентов, это Lysian Livis. Вот он выйдет, там будем смотреть, что они там придумали. Ливис должен быть дорогой. Так должен это тоже быть не за дешевый. 500 тысяч. Здесь 300 999 999. И это еще не официальная цена. Это Неофициальная предварительная цена. Возможно, они сейчас посмотрят и снизят. Но даже если не снизят, в принципе, 400 тысяч. 400. Да. Все, причем обе комплектации, что электрическая, что гибридная, стоят 400 тысяч юаней. Я бы назвал бы, наверное, еще ES9 от NIO, но там уже другой уровень. И Честно. там и ценник, слушай, тоже там 600 тысяч сразу. И на NIO мы не ездили, я не знаю, что у них с шумкой, потому что у NIO с шумкой что-то как-то так себе. Zikr 9X тоже дорогой. Дорогой. И другой тип гибрида. Да. Электрички нет. И, слушай, и получается, Здесь же что... получается, с учетом 30-минутной мощности двигателей, Да. должно быть очень выгодно привезти.
Насколько я понимаю, Xpeng взялись за ум, они знают, что на экспорт в Россию вот нужны такие-то показатели, и как будто бы они сейчас будут рисовать хорошие цифры. Там посмотрим. Volkswagen. Какой тип гибридной установки? Последовательный гибрид 9X. Последовательный гибрид. Да. И вот китайцы именно его относят к главному конкуренту GX. Ну, я бы тогда бы LS8 еще тоже отнес. В общем, друзья, нам, как всегда, интересно, что вы думаете по этому поводу. Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать. Я в замешательстве от этого автомобиля. Антон уже хочет его купить прямо сейчас. Мне внешне очень нравится. А мне как будто бы внешне чуть-чуть немножечко не зашел. Слишком они его замылили. Да, взяли они от Range Rover. На мой взгляд, как будто немножко они его не доработали. Пишите в комментариях. Интересно, что вы думаете по этому поводу. Как вам Xpeng GX? Подписывайтесь на нас везде, во всех соцсетях. Если вы смотрите в YouTube, подписывайтесь на РУ. Если смотрите на РУ, то подписывайтесь на YouTube. В общем, мы везде для вас все дублируем и все показываем. Ну а с вами, как всегда, компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Ставьте лайки, жамкайте колокольчики.